Что на самом деле произошло между Чингуком и Тэхёном перед тысячами зрителей, пока армии по всему миру не отреагировали неожиданно? Знак ли это распада их братства? Или скрывается нечто более шокирующее? Найдите ответ в этом длинном эмоциональном повествовании. Читайте и не забудьте оставить комментарий, поставить лайк и подписаться, если тоже чувствуете напряжение. Почему лицо Тэхёна вдруг оказалось в центре внимания? Что на самом деле чувствовал Чингук, когда решился сказать то, чего никогда раньше не говорил публично? И почему армии молчали, а не аплодировали, услышав это? Это конец истории, которую они скрывали? Или это начало чего-то, что они скрывали? Когда занавес South Night медленно опускался над самой большой концертной площадкой, которую BTS когда-либо проводили в этом году, никто не ожидал, что события той ночи потрясут не только фанатов, но и всю южнокорейскую индустрию развлечений. Концерт действительно прошел идеально. Свет, звук, хореография и сет-лист – все это, казалось, было создано руками опытных мастеров, которые точно знали, как снова и снова влюблять публику в 7 мужчин, которые с 2013 года изменили лицо К-попа. Однако, когда закончилась 17-я песня и атмосфера ненадолго затихла для мент-секции, что-то изменилось. Чимин повернул голову, словно ища сигнал. RM слегка наклонил голову в сторону Чингука, а Шуга потер ему затылок, его острый взгляд устремился в угол сцены. Чингук замер посередине, держа микрофон одной рукой, а другую крепко сжимая у бедра. «Щон, мне нужно с тобой кое о чем поговорить». Фраза медленно слетала с его губ, почти заглушенная криками фанатов, но достаточно четкая, чтобы остальные 6 участников тут же повернули головы. Сценическая камера автоматически сфокусировалась на его лице, запечатлевая нервное, но спокойное выражение человека, известного как Золотой Макне. Тэхён, стоявший всего в 2 шагах справа, нахмурился. Ничто не подготовило их к этому. Ни на брифинге, ни на генеральной репетиции, ни в их разговоре в зале ожидания перед выходом на сцену. «Знаю, это не входит в наши планы на сегодня, но я больше не могу». Чингук на мгновение опустил взгляд. Его голос стал хриплым, и армии начали перешептываться, записывая, поднимая лайтстики все выше. Было что-то неопределенное в том, как он держал микрофон, в том, как он глубоко вздохнул и в его взгляде, сосредоточенном на одной точке. Но эта точка была не на камере, не на зрителях, даже не на нем самом. Она была устремлена прямо на Тэхёна. И когда их взгляды встретились, время словно остановилось. На несколько секунд повисла тишина. Тишина более оглушительная, чем крики. Тишина более полная, чем звук. Все это время я скрывал многое из того, о чем никому из вас не рассказывал. Армии, Хёну и себе. Но сегодня я хочу быть честным, потому что больше так продолжаться не может. Внезапно армии начали аплодировать, словно с энтузиазмом отвечая на это заявление. Но вскоре аплодисменты сменились напряженной тишиной, когда Чингук поднял руку, давая им знак успокоиться. Есть тот, кто, как я всегда думал, будет идти со мной бок о бок, без дистанции, без стен. Но я понял, что иногда мы возводим эти стены из страха быть раненым. Глаза Тэхёна начали краснеть. Джин быстро повернул голову к менеджеру, стоявшему у края сцены, словно ища подтверждения. И все же все происходило слишком быстро. Все происходило, и ничто не могло это остановить. Чингук продолжил. «Хён, я знаю, что я не идеален. Знаю, я уклонялся, держался в стороне, делал вид, что мне все равно, но на самом деле я просто боялся. Боялся потери, боялся разочарования. Но это чувство еще более мучительное». Затем он остановился. Посмотрел на Тэхёна. На этот раз пристальнее, дольше. И вот тут мир изменился, не из-за того, что он сказал, а из-за того, что он сделал дальше. Чингук снял наушники, опустил микрофон и медленно подошел к Тэхёну. Зрители затаили дыхание. Даже основная камера, казалось, качнулась, словно оператор был захвачен эмоциональным напряжением.
Оказавшись перед Тэхёном, Чингук произнес фразу, которую никто из присутствующих в тот вечер не забудет никогда, возможно, даже в истории кей-попа. «Я объявляю это перед всеми. Я выбираю быть честным сегодня вечером. И я выбираю бороться за эту честность. Какой бы ни был риск». Лицо Тэхёна застыло, не отступая, не двигаясь вперед. Он просто смотрел на Чингука, полный растерянности и едва скрываемых ран. Из зала тысячи армий, державших телефоны и лайтстики дрожащими руками, начали нарастать тихие звуки. Крики, которые превратились в эмоциональные волны, обрушивающиеся на сцену с невидимой силой. Но когда Тэхён наконец заговорил, все резко изменилось. «Надеюсь, ты этого здесь не говорил». Голос был холодным, твердым и пронзительным. Ночь, прежде наполненная любовью и надеждой, превратилась в пустоту. Остальные участники переглянулись. Чимин прикрыл рот рукой. RM глубоко вздохнул. А Чингук просто стоял. Никакого ответа. Не двигаясь. Просто смотрел на Тэхёна глазами, которые больше не могли удерживать в себе слезы. Меньше чем через минуту социальные сети заполонили короткие видеозаписи этого момента. Фрагменты распространялись, повторялись, анализировались. Хэштеги решетка Юнка Акценфесион и решетка Тайюнг Респонси стали мировыми трендами. Но самым удивительным стала не реакция в интернете, а то, что произошло на следующий день, когда HYBE опубликовали официальное заявление, которое не все были готовы принять. В своем заявлении, опубликованном в 8 часов по корейскому времени, HYBE назвали инцидент прошлой ночи неожиданным событием, которого никогда не случалось в истории BTS. Агентство заявило, что личные заявления, сделанные во время концерта, не отражают официальную позицию компании или заранее запланированное художественное направление. Эти слова вызвали бурю негодования. Армии по всему миру раскритиковали HYBE за дистанцирование от участников группы в момент, который явно затрагивал глубокую эмоциональную правду. Некоторые призывали к бойкоту. Другие писали открытые письма, требуя, чтобы HYBE перестали относиться к BTS как к продукту, подлежащему контролю. Но главный вопрос оставался. Почему Тэхён выглядел таким холодным в тот вечер? Внутренний источник утверждал, что за кулисами после концерта Тэхён ни с кем не разговаривал. Сообщается, что он попросил о времени наедине. Тем временем Чингук почти час просидел в своей комнате, все еще в сценической одежде, повторяя одну дрожащую фразу. «Я просто хотел быть честным». В ту ночь яркое небо Сеула потемнело. Онлайн-сообщества взорвались теориями о возможном распуске, давно забытых конфликтах, эмоциональном давлении или о том, было ли это просто началом самовыражения участников группы после многих лет подавления. Затем в сети стало вирусным 12-секундное видео, снятое фанатами. В этом ролике, прямо перед тем, как Чингук подошел к Тэхёну, он вытащил из кармана небольшой клочок бумаги. При увеличении изображения был виден корейский почерк. «Если ты будешь молчать, я сочту это знаком того, что могу продолжать». Это было написано для Тэхёна. Они разговаривали перед концертом. Чингук просил негласного разрешения. Еще вопросы. Еще теории. На следующий день Тэхён прибыл в аэропорт для сольного выступления. Его окружили репортеры. Один из них крикнул: «Ты чувствуешь себя униженным, Чингуком?» Тэхён не ответил. Но перед тем, как сесть в машину, он остановился, повернул голову и тихо произнес: «Ты не понимаешь, что происходит?» 3 секунды. Одно предложение. Мир снова затих. Тем временем Чингук исчез из социальных сетей. Никаких сторис в Инстаграм. Никаких твитов. Никакого Уиверс. Армии запаниковали. Некоторые считали, что HYBE подавляет его. Другие думали, что ему нужно личное пространство. Поползли слухи, что Чингук попросил неограниченный отпуск из-за эмоционального напряжения.
Чимин наконец появился в прямом эфире на Уиверс с опухшими глазами и хриплым голосом. Он произнес всего одну фразу. Они никогда не хотели причинить друг другу боль. Но иногда честность приходит слишком рано. Теории снова взорвались. Признавался ли Чингук в любви? Было ли это глубже дружбы? Неужели правда была похоронена годами? 2 дня спустя HYBE провели экстренную пресс-конференцию, объявив, что вся деятельность группы будет пересмотрена. Одно это слово едва не остановило миллионы сердец. Но самый большой шок случился через несколько минут после окончания конференции. Подъехала черная машина. Журналисты замерли. Пассажирская дверь открылась. Из машины вышел Чингук. А рядом с ним Тэхён. Они шли вместе. Они не разговаривали с журналистами, камеры бешено сверкали. Чингук смотрел прямо перед собой. Тэхён рядом с ним, с непроницаемым выражением лица, изредка поглядывая на Чингука. Кто-то крикнул: «Вы двое в порядке?» Тэхён остановился. Чингук остановился. Они повернулись друг к другу. И как раз когда они собирались ответить, весь мир затаил дыхание. Секунды казались минутами.